Итак, всем привет! Как я обещал, следующий дневник. Сегодня 3 октября. Расскажу о прогрессе по данной прическе и также о том, с чем я сталкиваюсь в данный момент, с какими нюансами в Unreal Engine. Первый момент, с чем я сталкиваюсь, вы сразу его можете заметить, сейчас я вам покажу. Он заключается в том, что отображение косы, как я его экспортирую с Maya, оно идентично тогда, когда я сформирую MetaHuman. В самом MetaHuman креаторе там ошибка, я буду спрашивать у Epic Games. Сейчас я покажу, в чем она заключается. То есть, видите, да? У меня косичка как раз завязана, как я и хотел. Тут я еще не прорабатывал кончики, то есть набросок пока такой. И все вот эти переходы я еще прорабатываю. То есть цель у меня как бы красиво сделать такие вот слои, которые идут в косу. При этом у нее есть челка. Я потом несу разнообразие. А может даже одну часть делаю меньше. Или пока продумаю концепт. Сейчас продумаю, чтобы это все правильно выглядело с Baby Hairs и так далее. То есть пока конкретно не простраиваю. Пока ищу концепт, чтобы это смотрелось гармонично и вполне себе рабочая версия волос. Так вот, это MetaHuman уже сгенерированный, то есть когда мы нажимаем Accomplish. Сейчас я его удалю, чтобы он сильно систему не нагружал. И открою вам My MetaHuman, который в креаторе. То есть, все вы знаете, что можно сейчас в 5.6 создавать своих MetaHuman'ов, подгружать туда прически и таким образом адаптировать их под любого персонажа. То есть, можно сделать ассет, который можно продавать на фаб, который люди будут загружать себе на компьютер и использовать со своим MetaHuman. То есть перенос волос будет автоматически делаться с помощью блендшейпов именно в Unreal. То есть как бы вы ни меняли голову, все косяки, их будет меньше, чем просто там, когда вы заморачиваетесь с переносом и так далее. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что в этом редакторе все выглядит иначе. То есть смотрите, бам, вот этот момент мне непонятен. Почему оно выглядит здесь так. И я хочу спросить Epic по этому поводу. То есть, такие вот нюансы получаются. При этом, когда меняем голову, то есть, у меня, я покажу, как в Maya выглядит этот момент. Может, надо продумывать по-другому. Но хочется делать так, как я делаю. То есть, мне так удобнее. Смотрите, в чем заключается момент. Когда мы делаем голову, берем любых, набор персонажей и хотим между ними там что-то настраивать. Смотрите, что происходит. Видим, да? Коса двигается почему-то. И поэтому то, что я делал, красиво прорабатывал в Maya, сбивается. Но этот нюанс, возможно, он из-за того, что все-таки двигается. Я покажу, как она у меня привязана. Возможно, это влияет. Я не думал, что так влияет. Хотя это, по сути, блендшейпы и морфинг происходит. Возможно, когда мы сместим это, надо еще проверять. Оно вернется, проработается так, как у меня во viewport выглядит. И это еще не проверял. То есть этот нюанс смущает. И вот этот нюанс. То есть за это я буду спрашивать. А теперь давайте покажу, как в Maya. Я думаю, всем интересно, как простраивается прическа. То, что уже готово, тот концепт. Я обещал показать, покажу сейчас, как это выглядит в Maya. Прическа выглядит таким образом. То есть, видите, да, все завязано, все хорошо. И здесь я продумаю переход в эту косу, как красиво это сделать. А сами гиды, смотрите, я делаю мерч. То есть, у меня прям нашел удобным то, что раньше я так не делал. Раньше я старался в одной прическе все это сделать, но тратил время на то, чтобы решить. То есть, вот есть гиды, и решить вот этот момент, причем я еще его недостаточно проработал. То есть, это концепт и не финальная версия. Есть момент всегда с интерполяцией. То есть, не хочется много гидов, при этом хочется прическу сохранить. Когда у вас, допустим, идут волоски 1, 2, 3, а потом вы здесь делаете вот так вот. Чаще всего интерполяция прорисовывает вот так вот волосы. То есть, да, есть опция, которая решает момент, когда делаются волосы, то есть убирается вот этот между ними, но там нюансы уже с волосами, много заморочек. И для себя лично, не знаю, как другим удобно или нет, я нашел такой метод, когда я разделяю по частям. Благо в Ornatrix есть мерч, который позволяет все собрать в одну прическу. Поэтому проблем не возникает. Итого, гиды для части вот этой у меня выглядят так, с симметрией, да. Сейчас я вам скажу, сколько гидов уже получилось. 135 стрендов. В обычной прическе может доходить до 300-500. При этом на симуляцию вы можете в Ornatrix, если вам сложно для вашего ПК, сделать отдельно гиды, которые будут симулироваться с помощью фильтра или так далее. То есть проблем сейчас с количеством гидов нет. Но у меня их пока очень мало. И
Можно еще здесь добавлять, но я пока, так как ищу концепт, я сильно стараюсь не простраивать сейчас много гидов. То есть первая часть выглядит с гидами вот так вот. Вторая часть, которая относится к брейдам, выглядит таким образом. Я специально для себя сделал нюанс. Я сделал именно, чтобы видеть гиды, чтобы мне удобно было простраивать, да, прическу. И править какие-то нюансы. Там вот вырежь, я потом буду править. Суть в чем? Как я это вообще сделал, расскажу вам. Смотрите, здесь есть нюанс. Это в новом Artatrix появилась штука. То есть я взял один гид, для него делал 100 точек, потому что там, ну, чем меньше, тем хуже сам будет. Для Hair from Guides нарисовал маску. Примерно вот здесь вот. То есть, ну, я еще ее проработаю, потому что она как-то странно выглядит. Clamp, который это в самом клампере, в Tool Settings есть паттерны. Таким образом, я простраивал эту косичку по паттернам. То есть, если выбрать паттерны, можно их увидеть. Вот паттерны. И если позицию менять, здесь видно, что один паттерн идет, а потом он распушивается и выключается. Ну, то, чтобы был объем. Ну, потом я вручную еще красиво доработаю. Также есть паттерны на rotation. Видим, да, раз, два, три. То есть, каждый паттерн это вращение. И на scale, то есть, скейлом я тут прям завязывал их. Видите, тут несколько. То есть, чтобы вот так завязать, это все делается. Отдельные уроки будут, конечно, показывать это буду. Может записывать процессы для следующих причесок, для этого не писал. Потом я получаю Edit Guides, и Guides from Hair делаю для того, чтобы видеть цвета. Причем этот Edit Guides это я сам разбивал, то есть без него тут цвет один. То есть я специально разделял, чтобы мне было удобно видеть эти паттерны. Так как это один кламп, и Artatrix Suite это как один кламп, поэтому по цветам он не разобьет вам вот так. То есть вручную разбил по группам, чтобы визуально видеть. Ну и бленд там настроил между разными частями. Но это все я потом, наверное, когда прическу уже доделаю, буду подробно рассказывать, потому что сейчас нет смысла, это концептинг идет. И третья часть это Main 1, она именно про вот эти вот части. И как видите, между ними нет интерполяции. Это делается просто, сейчас покажу. То есть вот такие вот у меня гиды. Тут еще нюансы настраиваю. Асимметрия с вот такой вот интерполяцией. То есть что позволяет не убить прическу, получить именно по гидам ее. То есть видите, конкретно ничего лишнего нет. Все отлично идет по гидам. Спрашивают, а как же как в XGen сделать? Ну вот так вот и делается. С такой вот интерполяцией вы получаете по гидам точь-в-точь. Потом настраиваем Length, Clamp по гидам, Freeze, который вот такой вот, Freeze такой, Freeze и Length еще на длину. То есть как-то так. Все остальное я буду объяснять уже в уроках. То есть вот такой вот процесс прически. Потом это все в одну прическу собирается с помощью Merge. Вот видите, да? И экспортируется с Change Widths, который вот Unreal Engine Change Widths. И Generate Strand Data, чтобы одна группа была, чтобы у вас это все не раскидалось. Ну, если нужно, можете раскидывать. Я лично люблю одну группу, и чаще заказчики меня так просят. То есть одна группа будет на все волосы. Таким вот образом получается прическа и такой вот прогресс, о котором я хотел рассказать и обещал. И если что-то еще интересно, пишите в комментариях. Расскажу, покажу в следующем дневнике. На этом все. Благодарю за просмотр. И не забывайте смотреть другие ролики, которые здесь сейчас появятся. Они тоже интересны. Ставить лайки, писать комментарии и так далее. Всем мира и позитива. Ребята, если вы ищете крутые референсы 3D причесок, советую сайт 3d.sk. На сайте две категории: Groom 3D Scans и Groom Photos. Сканов маловато, но зато фотографий волос хватает, чтобы уже начать работу над прической для твоего персонажа.